Когда речь идет об образовании за рубежом, большинству из нас, конечно же, приходят на ум такие страны, как Англия, Америка, Канада, где обучение, естественно, проходит на английском языке. Ну а английский язык мы, естественно, учим еще со школы. Если не со школы, то во взрослом возрасте уж точно. Потому что сейчас без английского языка никуда. Ну, как бы можно, конечно, куда-то, но все-таки с английским языком у нас открывается как можно больше дверей. Ну, естественно, логично, что так как везде массово изучают английский язык, мы первично рассматриваем страны для обучения на английском языке. Но многие из нас не задумываются, что есть страны не англоязычные, но со специальностями и программами на английском языке. Таким образом, выбор на самом деле гораздо больше, и также обучаясь в другой стране, естественно, вы за время обучения выучите и родной язык той страны, что, конечно же, является неоспоримым преимуществом. В этом выпуске я расскажу вам о 5 странах, которые также могут подойти отлично для обучения и имеют массу преимуществ. И более того, имеют программы на английском языке. Под номером 1 у меня Испания. Испания предлагает определенный набор программ на английском языке. И, как правило, это частные вузы и специальности, такие как бизнес, финансы или дизайн. Если же вы хотите учиться в государственном вузе Испании на испанском языке, то испанский язык несложный. Если поднапрячься, то за годик можно вытянуть язык на очень хороший уровень. Также в Испании на английском языке вы можете изучать программы по туризму, гостиничному делу, маркетингу. Если вам интересны такие специальности на английском языке, то рассмотрите варианты учебных заведений, таких как EU Business School в Барселоне, IED, Европейский институт дизайна в Мадриде и Marbella International University в Малаге. Все линки будут в описании к данному видео. Неоспоримым преимуществом обучения в испанских вузах на английском языке является то, что вы можете подать туда документы сразу же после российской школы с российским аттестатом. Вам не потребуется делать дополнительный год, как во многих странах. Ну, естественно, вам необходим будет соответствующий уровень английского языка, но, как правило, эти университеты могут принять свой внутренний экзамен, то есть свое внутреннее тестирование. Или же вам подойдет международный экзамен IELTS. Если же вашего уровня недостаточно, то данные учебные заведения также проводят подготовительную программу. Если у вас есть вопросы, заходите на сайт www.smaps.ru, там есть онлайн-чат, там есть консультанты, и вы можете задать все интересующие вас вопросы. Еще одним неоспоримым преимуществом является то, что начало обучения у вас не только один раз в сентябре. Вы также можете поступать в университет и с января месяца, ну в зависимости от вуза, начать учиться вы можете в феврале, марте. И ряд вузов предлагают дату начала обучения 3 раза в год. Но это все зависит от выбранной вами программы и выбранного вами вуза. Ну и, конечно, я вас, наверное, не удивлю, что Испания подойдет всем любителям солнца, курортов. Здесь и пляжей огромное множество, вы это и сами знаете. Малага, Барселона, Марбелья, ну, кроме Мадрида, конечно. Если кто-то из вас думает, что в Мадриде есть море, ну, это, наверное, как те же, кто думает, что в Швейцарии есть океан. В прошлом году, к примеру, я был в Малаге, там было в январе 20 градусов. По улице ходил вот так же, как и сейчас я перед вами. Ну и еще неоспоримое преимущество, что если вы будете учиться в Испании, вы учите испанский язык, то испанский язык у нас на 2-м месте по популярности после английского. Вся Латинская Америка говорит на испанском языке. И еще кто говорит на испанском языке? Ну, будем их называть американцами. Но если вы полетите, скажем, во Флориду или в Калифорнию, огромное количество вывесок, заведений, людей говорят там на испанском языке. Вы сможете спокойно использовать испанский, как и английский. Под номером 2 у нас
Португалия. Стыдно говорить, ребята, но в Португалии я не был. Хотя про Португалию вам сейчас расскажу. Я должен был полететь в этом году в Португалию, но, к сожалению, по известным нам всем причинам моя поездка не состоялась. К тому же Португалия и Испания находятся прямо рядышком друг с другом. Ну, к примеру, из той же Малаги вы можете уехать в Португалию всего за несколько часов на автомобиле. Также там есть отличное железнодорожное сообщение, да и вообще по всей Европе отличное железнодорожное сообщение. Сел в поезд, и ты уже в другой стране, всего за несколько часов. Так вот, ребята, Португалия. В Португалии также есть программы на английском языке, и есть и школы на английском языке, детские школы. Детские школы на английском языке, где вы можете поучиться, подготовиться, школы хорошего уровня и дальше в университет. Самыми главными преимуществами обучения в Португалии являются цены. Цены на жилье, цены на питание, на транспорт. Но есть и неоспоримый минус. В отличие от Европы в целом, обучение на португальском языке в государственном вузе для иностранцев здесь платное. И цена обучения в несколько раз выше, чем для местных студентов. В принципе, во многих странах такое практикуется. Америка, Англия, Канада, часто для местных жителей учеба значительно дешевле, чем для иностранцев. Но вот в Европе, если вы будете, к примеру, учиться в Италии на итальянском языке, то здесь вы можете учиться бесплатно, но надо знать итальянский. И еще одним важным преимуществом поступления в португальский вуз является то, что подать документы вы можете в онлайне. И по сути поступить в университет вы можете даже не приезжая в саму Португалию. Ну и конечно без вступительных экзаменов вас мало кто возьмет, а вам придется уже поехать на сами экзамены. Если же вы подаете документы в магистратуру, то здесь стоит уделить большое внимание мотивационному письму. Почему вы хотите поступать именно в этот вуз, именно на эту специальность? У меня есть отдельное видео про мотивационное письмо. На канале вы можете посмотреть. И, конечно, португальцы любят, когда проявляют интерес к их культуре, к их языку. Если вы в своем мотивационном письме дадите понять, что вам интересен португальский язык и Португалия и их культура, намекните, черканите пару строк. Это может сыграть вам на руку. Самые популярные университеты для поступления – это университет Порту, университет Фернанду Песоа, университет Люсофоны и новый университет Лиссабона. После окончания вуза, если вы рассматриваете работу в Португалии, у вас будет полгода для того, чтобы трансформировать свой учебный ВНЖ в рабочий. Ну, еще немаловажный факт, в Португалии есть возможность получать стипендию и даже получить бесплатное жилье. Под номером 3 в нашем сегодняшнем выпуске Новая Зеландия. Несмотря на то, что официальный язык Новой Зеландии английский, она привлекает все же меньше студентов, чем та же Великобритания. А очень зря. Система образования в Новой Зеландии строится как раз по британской модели. А как мы знаем, британская модель образования признается во всем мире. Более того, многие университеты специализируются на каких-то определенных предметах. Так, например, Оттага специализируется на медицине, Оклендский университет на бизнесе, Месси на авиации и дизайне. Месси не футболист, а университет Месси. Вайкато славится своими программами по искусству. Заходите к нам на сайт в раздел «Новая Зеландия» www.maps.ru. Далее Новая Зеландия, и там вы получите перечень университетов. Также в Новой Зеландии есть и колледжи, и в Новой Зеландии есть школы на английском языке, естественно. Так как Новая Зеландия не такая мега популярная, как Великобритания, после окончания вуза работу здесь найти гораздо проще, чем, соответственно, в Великобритании. Ну и, конечно же, новозеландцы очень приветливы к иностранцам и будут вам рады. Но есть и один минус. Но этот минус может быть как бы минусом, так и плюсом. Школьная система в Новой Зеландии 12-летняя. Соответственно, после российской школы поступить сразу же в новозеландский вуз у вас, скорее всего, не получится. И надо делать подготовительный год. Но это, кстати, как минус, так и плюс, потому что за время этого подготовительного года вы сможете хорошо подготовиться, понять систему образования в Новой Зеландии, и потом в вузе вам уже будет значительно проще. И результаты у вас будут лучше. Кому подойдет Новая Зеландия? Ну, конечно же, любителям активного отдыха, природы,
красоты. В Новой Зеландии у вас есть и океан, у вас есть и горы, огромное количество видов спорта для активного отдыха. Под номером 4 в нашем списке Арабские Эмираты. В Арабских Эмиратах, кроме арабского языка, вы можете, естественно, учиться на английском. Ну и вообще английский язык уже считается там чуть ли не государственным, а может и государственным. Окей, Google. Государственный язык Арабских Эмиратов. Официальный язык Объединенных Арабских Эмиратов – арабский язык. Ну, значит, английский пока не является официальным языком, но тем не менее очень многие, большинство говорит на английском языке. На территории Арабских Эмиратов находится около 100 университетов, и только 3 из них государственные. Это университет Арабских Эмират, университет шейха Заеда и Высший технический колледж. В Арабских Эмиратах определенно любят гламурную жизнь. К чему я? А я к тому, что гламурная жизнь, туризм, пляжи, дорогие отели. Университеты здесь из этого не дешевые, потому что многие, кто едут туда, естественно, тратят там большие деньги. Университеты здесь платные. Платные они как для местных, так и для иностранцев. Если 3 вуза государственные, то что с остальными? А большинство вузов здесь являются филиалами зарубежных университетов. Здесь есть и филиал Нью-Йоркского университета, здесь есть филиал Сорбонны, филиал Бостонского университета и филиалы ряда британских вузов. Так же, как и в Новой Зеландии и Великобритании, сразу же поступить после российской школы, скорее всего, у вас не получится, и нужно будет делать подготовительный год, Foundation или International Year One называются они. Но неоспоримым преимуществом обучения в Арабских Эмиратах в одном из филиалов международного вуза является то, что вы получите диплом международного образца, ничем не отличающийся от диплома, если бы вы учились в той же самой Америке или в Англии. И да, в Эмиратах находятся крупные компании. И за время обучения здесь вы сможете пройти практику в крупной международной компании, что, естественно, будет для вас большая галочка в вашем резюме. Ну, естественно, ребята, среда конкурентная, и вам нужно будет хорошо потрудиться. А есть еще один неоспоримый плюс учебы в Арабских Эмиратах, а точнее уже не учебы, а дальнейшей работы. Как правило, получить рабочую визу в Арабских Эмиратах несложно. Вам просто достаточно приглашения от компании. Вакансий там значительное множество, и там охотно берут на работу иностранцев. Ну и под номером 5 в нашем сегодняшнем выпуске это Южная Корея. Сразу же отмечу, что многие университеты в Южной Корее отличным студентам дают стипендии, которые могут покрыть как обучение, так и проживание. Сделаю здесь пометочку. Многие из тех, кто обращается к нам на получение гранта, часто хотят получить весь грант, всю сумму и сразу, чтобы платить 0. Ну, понятно почему. Вы должны понимать, что учебное заведение часто может покрывать не всю полную сумму, а частично, да, какой-то процент где-то и проживание, но не везде. Естественно, зависит от студента, зависит от потока. Ну, понимаете, вот пришли вы как бы с вашими классными знаниями, но помимо вас еще есть 100 таких же людей с такими же классными знаниями. Конечно же, тут отсеиваться будут абитуриенты на конкурентной основе. Вы должны это все понимать. И еще немаловажный момент, что ряду университетов нужно показать не то, какой вы сейчас, а то, какой вы будете у них в процессе обучения. И ряд университетов могут отказать в первичной стипендии, а потом, если вы начнете учиться и зарекомендуете себя и будете показывать, что вы классный студент, то вам могут в процессе обучения вернуть какую-то сумму. Ну, может быть, даже и всю сумму. Для Южной Кореи нужно, чтобы у вас было как минимум $6000 на обучение и как минимум $6000 на проживание. Ну, то бишь $12000. Это минималочка. А теперь записывайте себе в блокнот, если вы досмотрели до этого момента и смотрите сейчас про Южную Корею. The Global Korea Scholarship. Это программа глобальная, где вы можете получить стипендию на обучение в корейском вузе. Записали? И даже если вы не получите стипендию через эту программу, если вы будете потом хорошо учиться, то вам могут
срезать 30% на обучение. Классно, да? Если вы собираетесь учиться на английском языке, то здесь проходной балл значительно ниже, чем в той же Великобритании. Здесь, как правило, достаточно IELTS 5,5. В той же Великобритании начинается от 6,5 баллов. То есть, по сути, на балл ниже. Интересно, что каникулы у студентов выпадают на июль и январь-февраль. Наиболее популярными университетами являются, конечно же, Сеульский университет, университет Карё, университет Йонсе. Преподаватели в университетах, как правило, проходят очень серьезный отбор, поэтому там работают действительно профессионалы своего дела. Ну и немаловажный факт в обучении, то что учиться в Корее весело. Корейцы очень веселый народ. Вы, может быть, видели где-то японские шоу, азиатские шоу, корейские шоу. Я знаком с рядом корейцев. Очень классные, очень веселые ребята. Любят дискотеки, веселиться, одеваться. Корейцы модные ребята, шопятся. Любят. Возможно, Южная Корея кажется нам чем-то экзотическим, но на самом деле, когда попадаешь туда, то очень быстро вливаешься в эту среду. Если вам нравятся большие города, тусовки, вы постоянно любите быть в движении, то Сеул — это то место, куда вам следует поехать. Как Москва и Санкт-Петербург. Сеул — это огромный крупный мегаполис, где есть заняться всем чем угодно. Ну и, конечно же, если вы рассматриваете какую-то страну для обучения, одной из моих рекомендаций будет это поехать предварительно на несколько недель, познакомиться с культурой, поучить язык, понять, насколько вам нравится или не нравится. Очень часто реально вам по духу, по образу жизни подойти может то место, на которое вы изначально даже и не подумаете. Спасибо вам за то, что посмотрели этот выпуск. Не забывайте подписываться на наш канал. Пишите в комментариях, о чем бы вы хотели услышать. Не забывайте следить за нами в Instagram. SMAPS Education.